Книга «Анатомия преступления». Автор Вэл Макдермит. Если вы любите детективы, то в книге вы найдете очень много историй, где разбираются смерти различных людей. А именно, вы узнаете о том, как исследователи изучали тела умерших, находили улики и раскрывали дела. Вначале все думали, что смерть была от естественных причин, но затем оказывалось, что это было убийство. Так как раньше наука была развита не так, как сейчас, читать, какие подходы применяли люди в то время, довольно интересно. Например, вы можете прочитать про доктора, который убил более 200 человек, про медсестру, которая отравила своих пациентов, про людей, которые подстраивали смерть своих супругов и так далее. Также дается очень много техник, как распознать, что человека травили, что к нему применялись какие-то насильственные действия, когда умер человек и так далее. В ролик всю информацию не вместишь, поэтому кому интересно, вперед в магазин. Книга является кратким введением в мир криминалистики. Возможно, кому-то понравится какая-то область, и он захочет в ней работать. Глава 1. Место преступления. У каждого убийства своя история. Чтобы ее расшифровать, нужно изучить место преступления и тело погибшего. Лучше всего, если тело осталось на месте преступления. Но смертельно раненый может довольно далеко уйти. Или его могут перевести в другое место, например, отвезти в больницу, в надежде спасти. Из-за этого приходится исследовать намного больше мест, чтобы узнать истину. Большой вклад в развитие криминалистики внес француз Эдмон Локар. Ему принадлежит следующая фраза: «Каждый контакт оставляет след». То есть преступник не может не оставить следов своего присутствия, тем более при серьезном преступлении. Это могут быть отпечатки пальцев, обуви, волокна с одежды, мелкие частицы веществ, клетки кожи, волосы, оружие или предметы, случайно оброненные или оставленные на месте происшествия и так далее. Верно и обратно. Преступление оставляет следы на преступнике. Грязь, текстильные волокна, ДНК, кровь и другие вещества. Однажды он разоблачил человека, который имел, казалось бы, железное алиби. Локар обнаружил следы розовой пыли под ногтями подозреваемого. Это оказалась пудра, причем приготовленная по индивидуальному рецепту специально для жертвы. Под напором улик убийца сознался. Очень важно сохранить место преступления. Если на улице дождь или снег, полиция должна реагировать моментально, потому что все улики может смыть. Обычно огораживаются целые территории, потому что даже если убийство произошло в доме, подозреваемые могли убежать, сесть в машину и скрыться. По улице ездит много машин. Они могут наехать на пули, пятна крови или следы шин. После того, как кордон поставлен, приходит человек, который начинает искать улики. Вместе с этим делаются фотографии дома из каждого угла комнаты, а затем фотографии всех мест, где находятся улики. Чтобы, если какая-то вещь будет передвинута, было об этом известно. Документирование каждого шага делается для того, чтобы затем в суде адвокаты не смогли доказать, что вы могли подбросить эти улики. По пятну крови можно всего за 9 часов составить ДНК-профиль человека. Специалисты по баллистике выясняют, из какого пистолета была выпущена пуля, а также ее траекторию. Обычно у подозреваемых сразу берут мазок из ротовой полости для анализа ДНК, отпечатки пальцев и обуви. В Британии существует даже национальная база отпечатков обуви, которая помогает выявить связь между преступлениями. Поэтому некоторые жертвы, не зная, останутся они в живых или нет, специально прячут на месте преступления свою ДНК. Отпечаток крови, например, под стулом, волосы, слюну и так далее. Чтобы потом были доказательства того, что они находились в этом месте. Глава 2. Энтомология. Люди давно хотели знать, как умер тот или иной человек. Более 750 лет назад, в 1247 году, впервые для расследования преступления обратились к энтомологии, науке о насекомых. Жертву нашли заколотой возле дороги. Поранее выяснили, что его закололи серпом. Оказалось, что убитый не смог вернуть деньги человеку, который недавно потребовал выплаты долга. Но доказательств того, что убил именно этот человек, не было. Тогда следователь попросил всех мужчин из деревни выложить в ряд свои серпы. Ни на одном из серпов следы крови не были заметны. Однако практически моментально на серп кредитора села муха. За ней последовала вторая муха, потом третья. Мухи чуяли кровь, которая была не видна невооруженным взглядом. И тогда следователь обвинил кредитора, после чего тот сознался.
Судебная энтомология помогает установить время смерти. Когда патологоанатомы изучали труп, прежде всего они пытались установить время смерти по трупному окоченению, охлаждению трупа и гниению. Но через 2-3 дня это сделать становилось труднее. И тогда они обращали внимание на насекомых. Ибо разные виды насекомых являются, так скажем, попировать в разное время и в определенной последовательности. Опираясь на знания этой последовательности, энтомологи способны определить время смерти. Одним из основателей современной судебной энтомологии был Жан-Пьер Миньен. Он написал книгу «Фауна трупов». Миньен заметил, что трупы животных привлекают сотни видов насекомых. Он выявил последовательность, в которой они стекаются к трупам. Миньен сделал рисунки множества видов, особенно клещей и мух, на разных стадиях развития, от личинок до взрослого состояния, и опубликовал свои иллюстрации для широкой аудитории. Благодаря этим исследованиям в 1986 году Кен Смит написал учебник судебной энтомологии. Это был настоящий прорыв. Смит собрал всю доступную информацию по насекомым-падальщикам, особенно мухам, и показал намного точнее, чем кто-либо прежде, как с их помощью устанавливать время смерти. Он описывал последовательность появления насекомых у погребенных трупов, у оставленных без погребения и у брошенных в воду. Падальные мухи – это насекомые, которые способны за 100 с лишним метров уловить малейшие следы крови и гниения. Поэтому они облепляют трупы быстрее других насекомых. Даже если тело было спрятано под половицами, муха учует запах и проберется к нему. А если место полностью будет закрыто, то вокруг него просто будет летать стая мух. Стадии их развития хорошо изучены, поэтому они обычно лучше всего показывают минимальное время, прошедшее с момента смерти. И поскольку в Великобритании обитает много их региональных разновидностей, эти мухи могут показать место убийства, даже если тело подбросили куда-то еще. Как только самка падальной мухи отложит яйца, биологические часы начинают тикать. Чтобы из яйца вывелись личинки, нужно около дня. В течение следующих 4 дней она ненасытно питается и увеличивается раз в 10, от 2 мм до 2 см. Затем набухшая личинка ищет место, где она может спрятаться. Если дело происходит на улице, она зарывается на 15 см в почву. Если в доме, то прячется между половицами. Там она окукливается, а через 10 дней взрослое насекомое вылезает из кокона и почти сразу начинает спариваться. Через 2 дня самка откладывает яйца, иногда на труп, который вскормил ее. За неделю личинки способны поглотить 60% человеческого тела. Когда труп начинает высыхать, его заселяют другие семейства мух. Сырные мухи, серые мясные мухи, мегазелия, скалярис и так далее. Когда он становится слишком сухим для личинок, приползают жуки, обладающие более мощным жевательным механизмом. Они поедают иссохшую плоть, кожу и связки. И, наконец, над волосами трудятся личинки моли и клещи, оставляя лишь скелет. Однажды полиция обыскивала дом подозреваемого и нашла множество личиночных шкурок. Они удивились, что их слишком много, и отправили их на экспертизу. Результаты поражали. Шкурки содержали следы героина и человеческой ДНК, которая соответствовала ДНК пропавшего наркомана. Владелец дома вскоре сознался и получил пожизненный срок. Таким образом, и определение времени, и останки насекомых могут выдать убийцу. Глава 3. Патологическая анатомия. Патологоанатом должен зафиксировать все необычные детали, обнаруженные на теле и внутри тела, и на основании этих обрывков информации попытаться восстановить прошлое. Амбруаз Паре писал о влиянии насильственной смерти на внутренние органы и объяснял, как выявить смерть от удара молнии, утопления, удушья и отравления. Показывал, как опознать насильственный характер смерти младенцев и как отличить раны, полученные человеком при жизни, от ран, причиненных после смерти. Его дело продолжил Альфред Суэйн Тейлор, который написал учебник медицинской юриспруденции. На этом этапе нужно досконально знать человеческую анатомию. В данном случае исследуют признаки насилия, влияние яда на организм, возможность сердечного приступа, обморожения, если тело держали в холодном месте и так далее. Например, гусиная кожа иногда указывает на утопление, хотя может быть вызвано и разложением после смерти. Или резкий приток воды в носоглотку способен повредить блуждающий нерв и вызвать внезапную потерю сознания, чреватую летальным исходом.
То есть, если жертва лежит в ванной, а другой человек схватит ее за лодыжки и резко потянет вверх, жертва уйдет с головой под воду и потеряет сознание. При этом не будет улик, что жертва сопротивлялась. Крупнейший судебный патологоанатом Великобритании, Ричард Шепард, участвовал в расследовании гибели принцессы Дианы и жертв теракта 11 сентября. Он говорит, что полиция должна принять непростое решение о том, какую информацию сообщить патологоанатому, прежде чем он возьмется за дело. Если он будет знать слишком много, это может лишить его объективности. Если же слишком мало, он может не заметить чего-то существенного. Когда он приезжает на место преступления, то сразу смотрит на то, как лежит жертва. Чтобы потом можно было обнаружить повреждения, которые жертва не могла получить, например, падая с лестницы. При осмотре трупа Дик Шепард прежде всего измеряет ректальную температуру, если нет оснований подозревать изнасилование. Когда-то считалось, что тело остывает со скоростью 1 градус в час, пока не достигнет температуры окружающей среды. Скажем, если человек со средней температурой 37 градусов умер в комнате, где температура воздуха составляет 20 градусов, потенциально имеется 17-часовой промежуток времени, в течение которого можно прикинуть время смерти. Однако исследования показали, что многое зависит от деталей. Скажем, худое тело остывает быстрее полного. Играет роль и то, вытянуто тело или лежит калачиком, в одежде или без одежды, в тени или на солнце, в воде или в сухом месте. Следующее явление, которое интересует Дика, это трупное окоченение. Оно представляет ценность в течение примерно 2 дней после смерти, поскольку существует определенный цикл. Сначала тело приходит в состояние полного расслабления. Затем, часа через 3-4, начинают затвердевать небольшие мышцы век, лица и шеи. Обычно окоченение распространяется к низу, от головы к ступням, от маленьких мышц к большим. Через 12 часов трупное окоченение наступает полностью. Оно держится около 24 часов, после чего мышцы постепенно расслабляются. Исчезает окоченение в том же порядке, в каком происходит, сверху вниз. Еще через 12 часов мышцы достигают полного расслабления. Однако, чем выше температура окружающей среды, тем быстрее протекает каждый этап описанного цикла. Кроме того, при сгибании и разгибании тела мышечные ткани разрушаются, и окоченение нейтрализуется. Этим способом иногда пользуются убийцы, чтобы сбить следствие с толку. За трупным окоченением следует гниение. Это так отвратительно, что о нем вы можете сами прочитать в книге. При этом нет 2 тел, которые разлагались бы одинаково и одними и теми же темпами. 2 трупа, лежащие в 2 метрах друг от друга, могут разлагаться совершенно по-разному. Иногда дело в количестве жира, иногда в лекарствах, которые человек принимал, или в одежде, которая была на нем, или в том, что один запах более привлекателен для мух, а другой менее привлекателен. Исследователи на практике пришли к выводу, что 1 неделя на открытом воздухе соответствует 8 неделям под землей и 2 неделям в воде. Существует определенная последовательность при проведении аутопсии. Когда тело привозят в морг, делают фотоснимки. Одежду тщательно осматривают на предмет улик. Затем ее снимают, фотографируют, упаковывают и документируют. После этого берутся биологические образцы – волосы, кусочки ногтей и половых органов. Также снимают отпечатки пальцев. Затем тело омывают, документируя все шрамы, родинки, татуировки и необычные физические особенности. Причем нельзя написать, что на ноге множественные ссадины, нужно описать каждую из них. Тщательное изучение тела помогает раскрыть многие дела. Например, у одной женщины были найдены 2 едва заметных следа от шприца. Благодаря этому следствию удалось обвинить ее мужа. После внешнего осмотра начинается внутренний. На теле делают Y-образный разрез, от плеч до паха, и исследуют каждый орган. То же самое делают с мозгом. Обычно после исследований одного патологоанатома, другой медик может проверить его выводы. Существует также виртуальная аутопсия, которая соединяет КТ и МРТ, создавая из сканов мертвого тела 3D-компьютерную модель. С помощью нее можно значительно увеличить изображение кожи и найти мельчайшие ссадины. И она воспринимается не так болезненно родственниками погибшего, которым тяжело думать о надругательстве над телами их близких. Глава 4. Токсикология. Все может быть ядом или лекарством.
И то, и другое определяет доза. Токсикологи выявляют смертельно опасные вещества и ищут противоядия. Главным исследователем был Матью Орфеу, который написал трактат о ядах. В нем были перечислены все известные минеральные, растительные и животные яды. Это был главный справочник по токсикологии в течение 40 лет. При этом эксперименты были ужасными. Он экспериментировал с собаками, вкалывая им изучаемый яд, и наблюдая, как он отразится на животном и его органах. Люди травили друг друга мышьяком так часто, что французы прозвали его «порошком престола наследия». До развития токсикологии смерть от мышьяка чаще всего принимали за смерть от естественных причин. Поскольку изменения, производимые большинством ядов в тканях, невозможно увидеть в микроскоп, проводят химические анализы крови, мочи, волос и других органов. Количество и локализация яда зависят от способа, каким он попал в организм. Если яд вдохнуть, то по большей части он оседает в легких. Если ввести внутримышечно, он будет главным образом в мышце, в области инъекции. При внутривенном введении яд попадает в кровь, а в желудке и печени его искать практически бесполезно. Зато если яд проглотить, он окажется в основном в желудочно-кишечном тракте и печени. Глава 5. Дактилоскопия. Дактилоскопия – это опознание человека по отпечаткам пальцев. Одним из первых европейцев, догадавшихся об индивидуальности отпечатков пальцев, был Уильям Гершель. Сперва он использовал отпечатки ненамеренно. При подписании договора он окрашивал руку человека краской и прикладывал ее к контракту, чтобы таким образом припугнуть собеседника, чтобы он затем не вздумал отрицать факт подписания договора. Шотландский врач Генри Фолтс стал экспериментировать с отпечатками пальцев. Он обратил внимание на то, что древние гончары помечали свои горшки, прикладывая пальцы к глине. А еще, что незаметные отпечатки можно сделать заметными, посыпав их пудрой. Было выделено 8 основных типов кожных пальцевых узоров. Каждый человеческий палец соответствует одной из этих категорий строго индивидуальным образом. Однажды женщина заявила в полицию, что ее супруг убил их детей и ранил ее. Мужчина все отвергал, и тогда инспектор провел тщательный анализ дома. Он нашел кровавый отпечаток на дверной раме, который полностью совпадал с отпечатком жены. Оказывается, она сама убила своих детей и ранила себя, чтобы ее мужа посадили, а она вышла замуж за приятеля, который не любил детей. Она стала первым человеком, осужденным на основании отпечатков пальцев. Вскоре была создана целая система отпечатков. И сейчас каждому подозреваемому делают дактилоскопию и вносят его отпечатки пальцев в систему, чтобы таким образом выявлять рецидивистов. На коже пальцев есть сложный папиллярный узор. Если покрыть его чернилами и приложить к бумаге, получится отпечаток. Также их выявляют с помощью ультрафиолета. Папиллярные узоры возникают еще до рождения, на 10-й неделе внутриутробной жизни, когда плод имеет лишь 8 см в длину. Узоры также присутствуют на ладонях рук и ступнях ног. Они присущи всем приматам, чему эволюционные биологи нашли свое объяснение. Бороздки защищают кожу от повреждений, помогая ей растягиваться и деформироваться. По ним может стекать пот, делая вещи в наших руках менее скользкими. К тому же они обеспечивают более плотный контакт с шероховатыми поверхностями. Даже у однояйцевых близнецов отпечатки пальцев разные. Раньше отпечатки проверяли вручную, сейчас же используется автоматический поиск по национальной базе данных. Система выдает около десятка наиболее похожих отпечатков, и уже по ним специалисты определяют, есть ли точные совпадения. Но если отпечаток смазанный или неполный, то могут возникнуть ошибки, и порой сажают невиновных людей. Глава 6. Брызги крови и ДНК. Воссоздание событий по крови, найденной на месте преступления, называется анализом брызг крови. В 1971 году вышла первая книга, в которой были 60 фотографий. В ней давалась информация, что по кровяным следам можно понять, как, с какой стороны и каким оружием был нанесен смертельный удар, какие пятна крови могут быть на убийце, был ли ранен сам убийца, перемещали ли труп и двигалась ли жертва перед смертью. Первые шаги в этой области сделал Эдуард Петровский. Он забивал живых кроликов разными орудиями, чтобы посмотреть, как их положение и угол атаки повлияют на форму и локализацию брызг крови. Как и любая другая жидкость, кровь подчиняется законам физики. Если она падает на пол под прямым углом, получается круглое пятно, часто потому, что медленно капает с тела или предмета.
А если не под прямым углом, допустим, человека ударили кулаком или тупым предметом, пятно имеет эллиптическую форму. Чем длиннее и тоньше эллипс, тем острее угол падения. Если кровяные пятна на поверхности расходятся, подобно спицам колеса, вероятно, они появились в результате одного или нескольких ударов, нанесенных в одно место. Эксперты могут вычислить, под каким углом падала каждая капля, а потом по линии этого угла протянуть струны. Там, где струны сходятся, и был нанесен удар. От пятен крови, как от многих других вещественных улик, так просто не отделаться. Например, даже если на первый взгляд полностью отмыть место преступления, под ультрафиолетом все равно можно найти капли крови. Также преступников выдает их одежда, на которой часто остаются пятна, невидимые невооруженным глазом. В 1984 году Алек Джеффрис нашел способ выявлять уникальные особенности ДНК любого человека. С тех пор ДНК-профилирование стало золотым стандартом криминалистики. Это помогало выяснить, чья кровь была найдена на месте преступления. Такая информация может служить как доказательством вины, так и, что не менее важно, доказательством невиновности. Допустим, на месте изнасилования найдена кровь, которая не принадлежит ни жертве, ни подозреваемому. Значит, там был кто-то еще. Быть может, это и есть преступник? Благодаря этому в США 314 человек были оправданы на основании анализа ДНК. Позже Кэрри Мулис придумал использовать полиразмерную цепную реакцию – ПЦР. Он мог взять ничтожное количество ДНК и получить точно такую же ДНК в количестве, достаточном для анализа. В скором времени ученые стали использовать ПЦР для раскрытия уголовных дел, которые висели десятилетиями, а также для диагноза наследственных заболеваний и изучения остатков динозавров и погребенных царей. Таким образом, выброшенная сигарета, упавший волос, слюна, сперма и так далее могут выдать преступника. Глава 7. Антропология. Есть люди, которые ищут и идентифицируют людей по скелетным остаткам. Принадлежат ли они человеку? Какого пола, возраста, роста и национальности? Когда он умер и почему? И так далее. На все эти вопросы отвечает антрополог. В последнее время антропологи извлекают ДНК из костей неопознанных трупов и сопоставляют с ДНК живых родственников. Антропологам часто приходится ездить на места массовых смертей, природных катаклизмов, железнодорожных катастроф или взрывов. Например, в одной из квартир нашли небольшой кусочек кости, который, как позже выяснилось, был частью кости в области виска, под которым пролегает важная артерия. И если эта кость повреждена, то человек никак не мог выжить. Таким образом, криминалисты и поняли, что в этой квартире был убит человек. Глава 8. Реконструкция лица. Ричард Ниф разработал технику реконструкции лиц по скелетным остаткам. В одном деле нашли человеческую голову, которая была расколота на несколько частей, отчего человека невозможно было опознать. Анализ ДНК показал, что голова принадлежит телу из Манчестера. Однако это ни на шаг не приблизило следствие к разгадке. Ричард Ниф тщательно собрал все осколки и создал гипсовую модель, заполнив недостающие места так, как подсказывали ему обширные знания и опыт. И когда газета опубликовала фотографию глиняной головы, откликнулись 76 семей, полагавших, что не узнали жертву. В итоге в одной семье было выявлено совпадение. Все, теперь ты знаешь все о криминалистике, и из тебя выйдет отличный детектив. А на этом книга подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!